Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал базируется в городе Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. И сегодня у нас очень важный агрогороскоп для цветоводов на август месяц 2021 года. Рассмотрим его по московскому времени. Очень легко определить с помощью Гугла свое местное время, то ли страны, то ли часового пояса. 1 и 2 августа, правда 2 только утром до 10 часов, можно проводить такие агрооперации. Это нарезка черенков, укоренение черенков, причем цветочные, декоративные растения, любые растения, но мы сегодня говорим о цветоводстве, поэтому любые цветы укореняем и нарезаем череночки. Очень хорошо сегодня высаживать уже ирисы, рассаживать ландыши, другие различные цветочки, а также проводить зеленые операции, высаживать, кстати, рассаду цветочных растений у тех, у кого уже рассада готова к высадке. Хорошо проводить поливы, подкормки, также проводить вечером защиту растений от вредителей и болезней. Вот это до утра 2 августа, а затем у нас Луна без курса с 10 часов 43 минут и до 11:47 до времени перехода Луны в знак Близнецы. Это убывающая Луна и очень хороший период для сбора семян цветочных растений. Также в это время можно нарезать цветы для зимних букетов. Это очень популярно сейчас среди дачников, огородников, а также защищать растения от вредителей и болезней. Но напоминаю, что вот начало 2 после 11:47, а также 3 и 4 до конца суток это время стихии воздуха, нельзя поливать растения. Единственное, что кто-то пишет, что у них сплошной торф и на торфе что-то растет, поэтому если у вас торф и все мимо проходит, можете поливать растения. Ну, тем более и цветочные. Затем Луна перейдет в знак Рак. Рано-рано утром, вернее ночью в 00:17 переход Луны будет в знак Рак. 5 августа здесь будет Луна находиться 6 и 7 частично до 10 часов 32 минут. Но далее у нас идет очень важное, сложное событие, космическое новолуние, поэтому здесь у нас сокращается период плодотворной работы, продуктивного времени, и поэтому в Раке 5 и 6 можно проводить поливы, подкормки, а вот посадку рассады цветов можно тоже высаживать, если готова рассада двулетников, многолетников, тоже хорошо высаживать. Особенно это хорошо делать из горшочков, различных контейнеров. Но нельзя проводить в Раке зеленые операции, не срезаем с цветов ничего, а также нельзя делить корневища цветочных растений. Болеют, не растут и, естественно, потом погибают. Но вот он период в Раке, полива еще можно 6 делать, 7 утром, а уже с 10:32 минут 7 это знак уже Льва, знак стихии огня и энергии новолуния. Далее 8 тоже новолуние, 9 и 10 здесь уже переход будет 9 из знака Лев в знак Девы в 17:56. Но время Гекаты 10 заканчивается в 16 часов 50 минут. То есть с 17 часов уже можно будет что-то делать. Но вот в это время новолуния, смотрите, только можно собирать семена цветов, и также можно проводить зеленые операции, это новолуние. Можете срезать сухие цветочки в это время и защищать растения от вредителей и болезней. Это будет нормально для растений. И только 10 уже, после 17 часов, начинается продуктивное время Девы. Здесь можно снова же нарезать черенки, но нельзя зеленые операции, сразу же объясняю. У любого правила есть исключение. В данном случае черенки и укоренение черенков – это исключение из правил. Не режьте в это время растения, они могут заболеть. У меня негативный, к сожалению, такой есть опыт. Поэтому делюсь им с вами. Итак, это 10 можно делать, 11 в 9 тоже можно и нарезать черенки, и укоренять. А также можно высаживать рассаду цветочных растений из горшков, контейнеров,
с чего у вас есть, что растет. Можно подкармливать растения, поливать, ну и защищать растения от болезней и вредителей. Закончится это продуктивное время до 14 часов, затем в 14:24 и до 23 часов 8 минут Луна будет без курса. Это время не посадочное, не посевное, зато можно поливать и подкармливать и защищать растения от болезней и вредителей. 12 и 13 Луна будет находиться в знаке Весы. Ну а Весы, знак стихии воздуха, нельзя поливать растения, сразу же об этом вам сообщаю. Но можно зато во влажную землю высаживать ландыши, пионы, лилии, другие луковичные цветы. Также, но помните, что это нужно делать во влажную, заранее увлажненную землю. Можно собирать семена цветов, а также защищать растения от вредителей и болезней. Кстати, вот Весы – это хорошее время для деления корневищ. Можете это сделать с любыми цветами и их рассадить. Хорошее время. Затем идет переход Луны в знак Скорпион. Но Скорпион не весь будет у нас хорошим знаком в плане того, что мы не все часы, не все продуктивное время будет в Скорпионе, потому что 15-го будет переход Луны из первой во вторую фазу 18:21. А это значит плюс-минус 12 часов у нас уходит на стрессовую ситуацию, и нельзя будет проводить в данном случае в Скорпионе. Можно высаживать рассаду цветочных растений. Ну, а остальные работы можно поливать и подкармливать. Можно, ну, в этом плане нельзя зеленые операции делить корневища. Вот это очень важно, хотела сразу же сделать акцент. Не делите корневища, лучше сделайте это раньше в Весах. А здесь очень аккуратно с растениями высаживайте рассаду только из контейнеров и с различных горшочков. Закрытая корневая система, приветствуется посадка. Вот это мы 14-го можем делать, 15-го поливы только, 16-го уже в 6 часов утра, 12 минут, Луна перейдет в знак Стрелец, знак стихии огня. Ну, в это время 16 и 17, 18 утром это время не подходит для полива, потому что растения не принимают поливы. Поливы бесполезны. Ну, естественно, если поливы бесполезны, то и подкормки не подходят, они даже опасны для растений. Но что можно в Стрельце? А это знак очень быстрый, можно посадить рассаду из горшков, контейнеров, вьющиеся цветочки. Это очень хорошо. Смотрите, я показываю еще, чтобы запомнили, 17-го это посадка вьющихся цветов. Не проводим зеленые операции. Это Стрелец, это растущая уже Луна, вот скоро будет полнолуние, поэтому мы эти операции забираем из этого периода. И только уже 18-го, кстати, зеленые операции на растущей Луне, особенно вот эта фаза перед полнолунием, не используем, не делаем в любом, даже очень благоприятном, хорошем знаке. Итак, что мы можем сделать уже в Козероге 18 августа после 8 часов 59 минут, а вернее после 9 часов утра можно нарезать череночки, укоренять череночки цветочных растений и декоративные, любые растения. Можно высаживать рассаду двухлетников, многолетников. Можно делить и пересаживать хосты, примулы, и лилейники, ирисы, лилии, аквилегии, дельфиниумы. В общем, все, что у вас многолетнее и нужно поделить, делите, пересаживайте, высаживайте. Далее можно высаживать луковичные цветы. Есть регионы, где уже весенние луковичные цветы высаживаются. Можно проводить поливы, подкормки, защиту растений. Ну, еще раз делаю вот такой акцент, нельзя зеленые операции делать в этот период. Ну и вот этот начинается очень сложный период для всех растений, для Земли, для человека. Сожженный путь полнолуния. Он начинается уже с 15 часов 20 августа и будет здесь продолжаться этот период 21, 22, 23 и 24 до вечера. Это будет сожженный путь полнолуния. Полнолуние у нас 22 августа в 15:03
И это очень сложный период, и особенно это касается августа. Но что можно сделать вот 20-21? Это защита растений от вредителей болезней. Нельзя поливать водолеи и нельзя сеять, высаживать, естественно, в этот период. И нельзя проводить зеленые операции. А вот уже в рыбах 22 при переходе в знак рыбы вечером можно поливы сделать. И 23 и 24, но поливы будут полезны только где-то до 19 часов. Далее идет знак Овен 21:58, а это время, когда растения заняты совсем другими делами. Поэтому поливы бесполезны, подкормки опасны. Без полива подкормки в любое время опасны для растений. А 25 и 26 будет продолжаться это время стихии огня. Что можно делать? Собирать семена цветочных и декоративных растений и защищать растения от вредителей и болезней. Снова же выбираете все в зависимости от температуры. Какая температура, такие и препараты выбираете. Очень хороший период в конце месяца 27 уже после 8 часов утра, хотя Луна перейдет в знак Телец в 7:27, но продуктивное время берем с 8, с 9 часов. Что можно делать 27, 28 и 29 до часов 17? Это точно продуктивное хорошее время. Можно нарезать и укоренять череночки. Можно высаживать рассаду двухлетников, многолетников. Делить и пересаживать различные растения, в том числе примулы, ирисы, аквилегии, пионы, дельфиниумы и многие другие цветочки. Можно поливать и подкармливать цветочные растения, высаживать рассаду, защищать, а также вот уже можно проводить зеленые операции. И зеленые операции уже можно будет проводить и далее в знаке Близнецы, потому что 29 уже вечером в 19:42 Луна перейдет в знак Близнецы. Здесь будет находиться до конца месяца. И 30 и 31. Смотрите, 30 еще наслоение стрессовой ситуации, будет переход Луны из 3 в 4 фазу в 10 часов 14 минут. Ну и напоминаю, что в Близнецах нельзя поливать растения. Вы скажете, что совсем нет продуктивного времени в этом знаке? Есть. 31-го можно собирать семена цветов, проводить зеленые операции, а также нарезать цветы для зимних букетов, что очень популярно сейчас. Вот такой у нас агрогороскоп для цветоводов на август месяц 2021 года. Раиса Гориченко, Александр Волик подготовили этот план работ и для своих цветников, для своих цветов. Желаем вам удачи, всего самого доброго, красивых цветов, хорошего вам настроения и всем крепкого здоровья. До новых встреч на нашем канале.